Как-то раз мне позвонил друг, которого я знал еще с колледжа. Я буду называть его Брэд. Итак, Брэд звонит и говорит: «Знаешь, я видел твою статью, познакомился с художественными иллюстрациями, обнаружил твое имя в журнале и побеседовал с арт-директором. Он дал мне твой номер телефона. Это Брэд. Помнишь меня?» Я ответил: «Конечно. Вот здорово». Потом мы встретились за обедом. В разговоре я упомянул, что на базе ВВС Нортон в Сан-Бернардино проводятся воздушные шоу. База находится всего в 120 километрах к востоку от Лос-Анджелеса. Ходят слухи, что там даже можно увидеть самолет СР-71 «Черный дрозд» либо в полете, либо в качестве экспоната на выставке, что в то время было крайне редко. Итак, мы решаем отправиться на воздушное шоу. Однако в последнюю минуту мне позвонили из журнала, сказали, что им так понравилась моя иллюстрация, что они бы хотели, чтобы я сделал еще одну иллюстрацию истребителя Х-31, который появится в следующем году, в феврале 1989 года. То есть, они хотели, чтобы работа над ней была завершена в самый кратчайший срок, поэтому воздушное шоу мне пришлось пропустить. Прошло около недели, от Брэда ни слуху, ни духу. Тогда я позвонил ему и спросил: «Как тебе понравилось воздушное шоу?» По телефону Брэд был очень сдержан. Тогда я поинтересовался: «В чем дело? Не похоже, что ты хорошо провел время?» На что Брэд ответил: «Кажется, я увидел то, что мне видеть не полагалось». Как такое могло произойти? Все, что участвует в воздушных шоу, выставлено в качестве экспонатов для всеобщего обозрения. Брэд, пока мы были там, состоялось еще одно небольшое шоу. В самом начале этой истории, когда она впервые дошла до меня, Брэд рассказал, что на выставке, которую ему позволили посетить, человек, взявший его с собой и для которого мы собирались сделать несколько иллюстраций, оказался высокопоставленным сотрудником компании Lockheed Martin. Они собирались пойти вернее, мы собирались отправиться туда вместе и пообщаться по поводу работы. В те времена существовала так называемая демонстрационная эскадрилья ВВС «Буревестники». И вот, когда она собиралась начать выступление, тот человек предложил моему другу отправиться на другое шоу. Итак, джентльмен, мой друг и ряд высокопоставленных политиков и военных погрузились в Боинг 727, военный авиалайнер с пассажирскими сидениями и все такое. Они вылетели с базы Нортон и полетели на завод 42-1 ВВС, находившийся в Палмдейле. Именно там находится Lockheed Skunk Works, где ведутся секретные разработки. Итак, самолет приземляется, люди выходят, и вооруженные винтовками М-16, сотрудники службы безопасности, оцепившие здание завода и все 9 мастерских, задерживают моего друга, потому что у него нет никакого идентификационного значка, как у всех других сопровождавших его людей. Поэтому за него ручаются и говорят, что он помощник джентльмена. Они попадают на шоу, и как только входят, джентльмен осматривается и говорит: «Я вижу здесь кое-какие вещи, о которых мне не говорили, и к знанию которых у вас нет доступа. Поэтому держите рот на замке. Ничего не говорите. Не говорите никому. Мы уйдем, как только сможем, а пока наслаждайтесь шоу». Брэд рассказывал, что в роли гидов выступали высокопоставленные офицеры ВВС. Они демонстрировали разные летательные аппараты, стоявшие на выставке, одним из которых оказался самолет первого поколения «Аврора-2», который работники Lockheed называли «Пульсаром». Самолет имел 4 двигателя, утопленные в корпусе летательного аппарата. Весь лайнер покрыт теплоизолирующими плитками, как космический челнок. Хвостовая часть самолета использовалась так же, как весьма похоже на то, что вся задняя часть корпуса представляла собой линейный клиновоздушный двигатель с множеством топливных эжекторов, струйных насосов, распылявших топливо в сверхзвуковую ударную волну, в которой топливо самопроизвольно воспламенялось. Между сверхзвуковой ударной волной и клиновидной хвостовой частью самолета взрыв газов расширялся и существенно сжимал ударную волну. Это как когда вы сжимаете мокрое тыквенное семечко, и оно вылетает у вас из рук.
Но в связи с данным конкретным видом летательного аппарата, самым интересным было то, что он очевидно имел стратегическое применение, а не просто использовался для разведки на высокой скорости и огромной высоте. На его борту было оружие. Под фюзеляжем, между двигателями, утоплена 121 труба для вертикального запуска. Снаружи каждая труба закрыта большой круглой теплоизоляционной плиткой, которую можно удалить посредством взрывных зарядов. В дизайне больше всего потрясало то, что он оставался максимально простым, но крайне эффективным. Имелось то, что приравнивалось к вы могли пользоваться традиционными бомбами или взрывного типа боеголовками, но летательные аппараты, возвращавшиеся в плотные слои атмосферы, имели разделяющуюся головную часть с боеголовками индивидуального наведения. Последние вы можете видеть на межконтинентальных баллистических ракетах, за исключением того, что над МБР в трубе имеется еще одна теплоизолирующая плитка с большой спиральной пружиной позади, находящейся в сжатом состоянии. Как только отбрасывалась внешняя плитка, боеголовки выбрасывались из трубы. Тотчас же опускалась другая плитка, с шумом становилась на место и сразу же восстанавливала аэродинамическую эффективность летательного аппарата. Поэтому даже при полетах на высоких скоростях вам не нужны бомболюки. Из недавних раскрытий я узнал кое-что еще. Когда самолет активно функционировал как оружейная платформа, он пользовался третьей ступенью двигательной установки. Раскрывалась хвостовая часть, имевшая плоскую треугольную форму. Хвостовая часть становилась похожей на раковину двустворчатого моллюска, появлялся ракетный двигатель, затем самолет выходил на позицию за пределами атмосферы и мог дрейфовать там вечно. Пожалуй, это один из самых крупных, когда-либо изобретенных летательных аппаратов дистанционного управления за всю историю. Также предусматривались приспособления для того, чтобы кто-то управлял самолетом изнутри. Но в большинстве случаев это был беспилотник. Он мог подниматься и развертывать в космосе оружие типа разделяющейся головной части с боеголовками индивидуального наведения. Да, изобилие деталей. Именно это и хотелось бы прокомментировать. Обычно люди, которые выходят вперед и рассказывают о подобных вещах, обладают лишь поверхностным знанием. Это не те люди, которые могут ходить вокруг, пинать шины и совершать экскурсии с персоналом ВВС. Поэтому это очень хорошее описание того, как работает этот корабль. Я слышал, что при движении «Аврора» создает очень громкий шум, как отбойный молоток. Они оставляют за собой то, что называется инверсионными следами в виде бублика. Понятно. Я никогда и близко не знал столько технических деталей. Каковы ваши ощущения в связи с таким видом летательных аппаратов, «Авророй», которая, по-видимому, является одним из наиболее классических дизайнов даже в 1980-х годах? Для чего могла использоваться «Аврора»? Возвращаясь мысленно в те времена, можно предположить, что все аппараты, летавшие на большой высоте, обычно использовались преимущественно в целях разведки или доставки как оружейные платформы. В большинстве случаев они могли иметь технологию, которую можно было отключать. Поэтому либо разведка, либо доставка. То есть, вы утверждаете, что «Аврора» могла использоваться в обычной войне и что люди, которых бомбили, не знали, откуда сыплются бомбы. Вполне вероятно, что «Аврора» использовалась в обычной войне, но похоже на то, что ее берегли она была изобретена для особых событий, например, на случай конфликта с Советским Союзом. Ясно. Сейчас мы познакомимся с иллюстрациями, которые сделал Макинлиш на основе инсайдерских свидетельств о воспроизведенном аппарате пришельцев или ВАП и РВ. Представляется, что он является точной копией оригинального немецкого корабля «Колокол». Давайте посмотрим. Также, после появления особых посетителей выставки, для них состоялась отдельная демонстрация. Занавес поднялся, и они увидели 3 летающие тарелки, которые со временем стали известны как воспроизведенный аппарат пришельцев, ВАП или Флакслинер. Вот когда я начал понимать, насколько невероятными и продвинутыми были эти разработки. Корабли не просто стояли на стенде, они парили над полом. Под ними не было никаких опорных устройств, никаких тросов,
поддерживающих их с потолка. Самый маленький аппарат имел приблизительно 7 метров в диаметре. Диаметр среднего составлял 18 метров, наибольший из трех имел диаметр 37 метров. В связи с этой частью выставки, самыми интересными были комментарии Брэда о том, что такие корабли используются уже очень-очень давно. Имейте в виду, что все это происходило в 1988 году, 12 ноября 1988 года. Брэд рассказывал, что вокруг периметра фюзеляжа находились панели, плоские внизу, а по бокам наклоненные под углом 35 градусов, они создавали выступ вокруг чего-то, напоминавшего командный отсек. Дальше, наверху, шел купол. На самом верху купола находились небольшие прозрачные блистеры, 3 с небольшими камерами. К каждому из них маленькими универсальными шарнирами крепились светодиодные камеры. Такие шарниры позволяли круговое вращение камер и их фиксацию в определенном положении. И вновь, это еще одно использование чего-то, похожего на систему искусственного зрения, когда две камеры вращаются вместе, парами для создания обзора, для левого глаза и правого глаза так, чтобы пилот, носящий специальный шлем, мог иметь полный трехмерный обзор, и еще стало очевидно, что система пользовалась необычной технологией для выработки электрической энергии, вытягивая ее прямо из вакуума пространства-времени. Такая энергия вакуума называется скалярной энергией или энергией нулевой точки. Но при включении питания вокруг корабля создается такое огромное количество ионизации, что молекулы воздуха реально начинают производить фотоны рентгеновского излучения, оказывающего летальное воздействие. Из-за этого вы не можете иметь окна. В целом, чтобы пилотировать такой корабль, вы должны иметь некий вид искусственного зрения для пилотов. Вернемся к описанию корабля. Брэд говорил, что весь корабль выглядел так, как будто был покрыт чем-то вроде прорезиненной краски, с мелкими вкраплениями металла, которую просто налепили на всю обшивку корабля. Вокруг задвижек, удерживавших панели вокруг периметра фюзеляжа, имелись сколы и трещинки, а вокруг замков Дзуса, скреплявших панели по периметру фюзеляжа, виднелись отпечатки пальцев, ладоней и все такое. В итоге он еще раз подчеркнул, что все выглядело так, как будто эти аппараты использовались уже очень давно. Марк озвучил много специфики. В частности, ионизацию, которая образуется вокруг корабля, когда он движется, из-за большого количества электричества, и при этом испускаются фотоны рентгеновского излучения. Они обладают настолько губительным воздействием, что в корабле не может быть окон. Я до сих пор пребываю под впечатлением от некоторых представленных вами раньше иллюстраций Марии Орсичи корабля, из которого она вышла, но в котором имелись бортовые иллюминаторы. Как вы думаете, возможно, это нововведение, позволявшее окнам блокировать рентгеновские лучи? Да, большинство кораблей имеют окна, особенно это заметно во времена, когда их создавали нацисты. Конечно, там не были установлены камеры. А может, и были, не могу вспомнить. Я видел несколько изображений того, что Марк назвал блистерами, прозрачные полусферы, внутри которых находились камеры. Я видел такие на некоторых кораблях, но не помню, использовались камеры для визуального обзора. Исключительно в целях пояснения. Насколько близко описание Макиндлиша вашему пониманию оригинального немецкого корабля «Колокол»? Насколько я понял, ВАПы были поддержанными версиями немецких кораблей. Их и называли ВАП или воспроизведенными аппаратами пришельцев в целях указания на их происхождение. И откуда они появились? От немцев в ходе обмена 1952 года, когда отколовшиеся немцы начали тесно сотрудничать с нашим ВПК. Почему корабли могли плавать во внешней среде, а не только летать? Это некое состояние парения. Они пользовались антигравитацией, позволявшей переводить корабли в нейтральное состояние и удерживать на одном месте. Понятно. Давайте продолжим. Узнаем еще больше сведений об этом потрясающем наблюдении и познакомимся с иллюстрациями, появившимися в результате. Давайте посмотрим. Для чертежника, для кого-то с моим опытом в концептуальном искусстве, одним из способов выяснения того,
как соотносятся между собой все компоненты, является снятие панелей транспортного средства самых маленьких. Передвижная лестница с неким видом платформы внизу подъезжала прямо к кораблю. Платформа заходила прямо под корабль, а затем из нее выдвигались ступеньки, идущие вдоль наклонной стороны, вверх по борту. Вы могли стоять на небольшой верхней платформе и заглядывать через дверь кабины пилотов. Забавно, что сама дверь выглядела как нечто, снятое со старой подводной лодки капитана Немо, с остальной рамой и колесом, которое следовало крутить, и маленькими штырями, входившими в раму, чтобы запирать ее в определенном положении. Брэд рассказывал, что вы могли смотреть внутрь и видеть катапультируемые сиденья.